Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео мы поговорим о том, почему воду нельзя оставлять на ночь возле кровати и насколько это опасно. Вы знаете, у каждого из нас есть такая вот привычка хранить питьевую воду возле кровати. И мы думаем, что оставляя воду возле кровати, потому что мы не хотим ночью, нам лень вставать, и таким образом мы можем выпить такой водички. Знаете, что вот эта вот примета хранить питьевую воду возле кровати, она очень опасна. Вы, конечно, сейчас спросите, почему, где же здесь подвох? Мы сейчас в этом видео далее вам про это все и расскажем. Как вы знаете, вы, наверное, не раз смотрели разные видео, где говорилось о том, что вода умеет впитывать информацию и энергию. Это делает воду крайне полезным инструментом в умелых руках. Но она способна, вода, оказывать и негативные эффекты. Так, вредными могут оказаться распространенные и даже правильные привычки. И вот такая привычка, как оставлять воду в стакане на ночь. Ложась спать, многие из нас оставляют стакан с водой на прикроватной тумбочке. И это полезная привычка, помогающая насыщать наш организм по утру или тогда, когда он это требует. Только вот вместе с водой люди, к сожалению, ненарочно заливают в себя болезни и бедность. А все потому, что неправильно хранят воду. Находясь в стакане или чашке, вода открыта для внешнего воздействия. А во сне человек хуже контролирует свои потоки своей энергии. Поэтому такая энергия струится из человека и отовсюду. Тем временем вода впитывает эту энергию. Эта энергия как хорошая, так и плохая. Ну, казалось бы, объективная польза. Но, выпивая вот такую грязную воду по утру, человек насыщает себя удвоенной порцией негатива. Но избежать этого также просто. Достаточно оставлять воду в закрытой посуде. Именно в закрытой, то есть не в стакане, а в посуде. Например, это может быть бутылка. И тогда в таком случае вода не сможет напрямую напитаться отрицательной энергией и сохранит прежние свойства. А если оставлять целую бутылку на ночь нет желания, можно просто накрывать стакан, например, салфеткой. Но помните, что это не гарантирует полной безопасности от загрязнения воды. Конечно, выпив такую воду, человек не заболеет моментально, а удача и успех не отвернутся навсегда. Но вы должны понимать, что накопленный со временем негатив способен создать серьезные проблемы. Потому с водой нужно быть очень осмотрительным и внимательным, потому что вода, она как магнит, она притягивает как хорошее, так и плохое. Поэтому, если вы хотите утром встать и выпить водички, то не надо возле себя ставить у прикровати воду, а лучше всего взять стакан утром, налить себе воды, поблагодарить, пожелать воде всего прекрасного и после этого видеть. Кроме того, вы, наверное, обращали внимание, в фильмах особенно это видно, никогда вода не находится в стакане, она всегда находится в графин, то есть всегда посуда, например, какая-то большая тарелка, да, там графин и пустой стакан, и актер пьет, например, воду, наливая себе из графина. Поэтому возьмите себе за правило, например, купите графин себе, самый красивый, который бы вы хотели. Купите себе прекрасный стакан и утром, просыпаясь, например, переходя в кухню, наливая в графин, а с графина уже наливая в стакан, и в обязательном порядке мы говорим аффирмации на воду, самые положительные. Все дело в том, что все зависит, что вы хотите. В один день можете рассказать, пожелать здоровья себе, в другой день финансового благополучия, в третий день удачу и так далее, и так далее. И таким образом вы день от день будете привлекать потихонечку, как магнит, будете притягивать в свою жизнь что-то доброе, хорошее и милое, опять же, для себя. Ну а с вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами сейчас прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!